Приветствую! Ну вы в принципе видите все на ваших экранах. Даже крипторынок очень негативно отреагировал на сегодняшние ужасные новости. Путин все-таки напал на Украину. Я, конечно же, этого не поддерживаю, считаю, что это очень ужасно, и это нужно прекратить немедленно. Однако этот канал не политический, более подробную информацию о происходящих событиях можете узнать из других источников. Мы давайте же посмотрим, что происходит на крипторынке. И, конечно же, посмотрим, что происходит с российским рублем. Биткоин Rainbow Price Chart переместился в нижнюю зону. Теперь он не просто дешевый, теперь он находится в зоне аккумуляции. Своим небольшим снижением зацепил эту зону. Шортовые позиции на этом падении показывают рост плюс 37,6%. Лонги также идут в рост плюс 2,1%. Видим, что на динамике лонги не сбрасываются, при этом растут оба показателя. Вот здесь более наглядно видно, что при проливе цены резко возросли шортовые позиции, при этом лонги не были ликвидированы и не были закрыты вручную. Индекс страха и жадности сегодня показывает цифру 23, вчера была цифра 25. Погружаемся все глубже и глубже в экстремальный страх. Если смотреть сентимент биткоина в Твиттере, здесь также преобладают негативные настроения. Мувинг данного показателя направлен вниз. За последние сутки было уже почти 154 тысячи трейдеров ликвидировано, забрали у них 464 миллиона долларов. Почти 76 из них это лонгисты. Так как главный лой не был перебит, объем ликвидации не такой уж и большой, но значительно превышает предыдущие 2 дня. Grayscale за 24 часа ничего не покупали, понемногу распродают то, что имеется. Популярность биткоина в Твиттере снова идет на снижение, показатель теперь равен 22, в прошлый раз был 23. Также стоит отметить, что NFT также быстро теряет свою популярность. Сперва был параболический рост, теперь все ниже и ниже. Что неудивительно, потому что мало того, что хайп проходит, так еще и выходят новости, что тут кого-то кинули в сфере NFT, что там ограбили. Судя по всему, хотя бы локальный хайп, но он проходит. По состоянию на вчерашний день у нас биткоины на биржах продолжают больше выводить, чем заводить. Резервы на биржах идут вниз. Хешрейт без особых колебаний также пока направлен наверх, все с ним нормально. Активность майнеров также находится внизу, совсем небольшая. Хоть стоит заметить, что на этом падении их резервы постепенно снижаются. Понемногу, по чуть-чуть, но они все-таки больше продают. Процент предложения биткоина, который находится сейчас в профите, равен примерно 62,5%. Локальный лой же данного показателя был на уровне 61%. Пока также его не пробили. Ну, если говорить о профитах и потерях, также стоит упомянуть мувинг от Whalemap. Снова два этих мувинга приблизились вплотную и вот-вот пересекутся опять, образовав медвежий такой показатель. Если красная линия будет выше, а голубая пойдет вниз, это негатив для дальнейшего роста. Давайте посмотрим графики биткоина, рипла, рубля российского. Сразу хочу сказать, что отличное решение это просто убрать руки от торговли и наблюдать, потому что сейчас ситуация достаточно нестабильная. Невозможно предугадать, что у нас выйдет в очередной новости каждую минуту. То танки куда-то зашли, то тут кого-то убили, там подстрелили. Также сейчас начнут отсыпать новых и новых санкций. Я бы это дело, во-первых, поэтому переждал, во-вторых, здесь четкое нисходящее движение, хаи понижаются, лои понижаются, и мы ждем отскока достаточно давно. То, что было вот здесь 22-23 числа, это не заходной импульс, здесь четкие 3 волны, что является коррекционной структурой. Глобальный сценарий с треугольником не отменен, он также в силе, но важный уровень находится вот здесь. Вот эту штуку удалю, важный уровень вот здесь, при пересечении 32 940. Если мы пробиваем вот этот лой, здесь у нас также будет уже поломана вся восходящая структура, и также будут уже на более глобальном графике в приоритете нисходящее движение. До тех пор, пока вот этот тренд, пока вот этот лой не пробит, здесь в приоритете лонг на еще один импульс вверх в рамках волны D. Сейчас стоит по биткоину просто последить, как будет отрабатывать цена. Она может пойти как наверх, так как здесь у нас и объемы пошли в рост, пошел здесь откуп, и индикатор также пошел в рост, образовав лонговую дивергенцию. Все вроде бы говорит о том, чтобы хорошо бы здесь развернуться, сохранить восходящую структуру, однако же началась война в Европе. Такие факторы могут развернуть цену в ту или иную сторону в любой момент. Поэтому, резюмируя, по биткоину также структура актуальна, также нужно дождаться подтверждения разворота, пока здесь этого подтверждения нет. Но образовалась
несколько факторов на ближайший разворот из ближайшей текущей области. Если говорить о Ripple, здесь негатива побольше. Здесь мы пробили пик волны 1, данная структура не актуальна. Но здесь ничего такого не случилось, потому что позицию, которую я подбирал вот здесь на 0.6, закрыл по стопу примерно на 0.75. Какой был профит, я говорил в прошлом видео, и план был дожидаться разворота, а его по-прежнему нет. При этом сейчас сломана структура, локальная структура, не глобальная. Глобальная будет сломана, если мы пробьем вот этот лой на уровне 0.5. Но локально наблюдаем, здесь нисходящий также тренд. Наблюдаем, как будет вести себя цена при попытке разворота. Будем уже оценивать ситуацию и прогнозировать дальнейшее движение. Пока здесь в приоритете локально снижение. Ну и давайте рубль глянем. Не думал я, что так быстро отработает прогноз. Буквально за 2 дня мы достигнем верхней грани отмеченной зоны. Это 90 рублей за доллар. И я вам скажу, это не предел. Да, сейчас мы видим откат. Центробанк у нас продает доллары, пытается остановить это дикое падение. Но думаю, как только введут какие-нибудь санкции против того же Сбербанка или ВТБ, еще чего-нибудь такого нехорошего отсыпят, рубль у нас может полететь и на 100 и выше. Что касается разволновки. По моему предположению, по моему прогнозу, мы идем в третьей волне. Расчетная зона была отмечена ранее, мы сюда и пришли, в верхнюю грань ударились, и вполне вероятно сейчас увидим откат. Сперва отмечу ту зону, куда мы можем прийти, если тройка будет у нас растянутая. Следующий уровень остановки это у нас 103 доллара. Именно туда мы можем долбануть тройку, третью волну, и только после этого нарисовать откат. Потому что если глянуть график на 4 часах, здесь у нас, судя по индикатору, остановки-то даже и не намечается. А вот эти вот волны очень похожи на 1.2, 1.2 и растяжение просто до небес. Опять-таки с учетом новостного фона, который мы сейчас имеем. Если открыть новости, то там санкции на любой вкус и цвет, как говорится. Если же рассматривать более какой-то лайтовый вариант и предположить, если у нас тройка здесь уже закончилась, что менее вероятно, то расчетная зона коррекции будет на уровне 82. Здесь у нас находится верхняя грань расчетной зоны. То есть, если вы увидите цену по 82, это будет на данный момент просто шикарная возможность купить доллар. Но это, конечно же, не совет. Сами думайте, когда и что покупать. Сейчас я бы вообще не покупал доллар, потому что я его уже купил достаточно давно, все это на горизонте, вся эта война маячила давно, и сейчас на самых хаях это, конечно же, делать опрометчиво. Нужно это дело совершать на откатах, на дне, на развороте. В любом случае, резюмируя, глобально рубль будет падать, курс будет расти. Докуда расти? В рамках третьей волны, если будет растяжение, это 103. Если же мы будем все-таки формировать здесь коррекцию и дадут нам шанс еще раз увидеть точку входа, то цели будут поскромнее, но все-таки сотка это такой психологический уровень, и достижение его, я думаю, это будет лишь вопросом времени. Не знаю, какие санкции будут вводить против Путина и против России. Могут вообще нам YouTube отрубить, так что подписывайтесь на телеграм-канал. Ну и на этот канал также подписывайтесь на YouTube. Возможно, не сразу его вырубят. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки. Всем удачной торговли, берегите депозиты. Счастливо!